Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим один очень интересный вопрос. А можно ли чумку лечить водкой с яйцом? Вопросу этому, как говорится, 100 лет в обед. Когда я начинал работать, он уже был, и вот спустя 30 лет он точно так же актуален. Люди свято верят в то, что чуму собак можно лечить водкой с яйцом. Что вот если врачи лечат вашу собаку от чумки и ей ничего не помогает, то понятно, что врачи бестолковые, дипломы купленные, и они вообще ничего не понимают в лечении. И что если бы думали о собаке, то давно бы ее уже вылечили. Ведь решение, на их взгляд, проще простого. Надо дать собаке водку с яйцом. Причем это касается лечения не только чумки, но и всех остальных болезней, которые тяжело поддаются лечению. Переубедить в обратном бесполезно. Все равно многие верят, все равно многие дают, чем очень часто усугубляет процесс лечения, а то и вовсе гробят своих животных. А верят люди потому, что они слышали об этом из доверенных, по их мнению, источников, от ближайших друзей или знакомых. Что вот, мол, у них или их ближайших подруг была точно такая же ситуация, и буквально после 2 вливаний водки с яйцом собака была вылечена от чумки. Произошло чудо. И что все симптомы прошли буквально за пару дней, как будто бы их вообще не было. Что я хочу сказать по этому поводу? Я не буду сейчас вас убеждать в чем-то. Все равно у вас останется червь сомнений, если, несмотря на все это время, вопрос остается настолько живучим. Я попытаюсь это логично объяснить, и вы потом сможете самостоятельно на основании полученных знаний принять правильное решение по этому вопросу. Так вот, чума – это очень опасное заболевание, которое вызывается вирусами. И чумой это заболевание назвали для того, чтобы подчеркнуть всю опасность данного заболевания для собак, по аналогии с чумой людей. Кстати, чума людей за всю историю унесла более 200 миллионов людей. Это больше в 1,5 раза людей, чем сейчас жителей в России, и раза в 3 больше, чем в Германии. То есть, в средние века, когда она свирепствовала, не было никакого спаса от данного заболевания. Там, где возникала чума, люди вымирали почти целыми странами. Так вот, сейчас теоретически чуму людей даже легче лечить, чем чуму собак. Чума людей вызывается бактериями, а чума собак вызывается вирусами. Ведь если на бактерии мы можем воздействовать антибиотиками и другими антиинфекционными препаратами, то воздействовать на вирус, который локализуется в клетках организма, даже в современных условиях пока не представляется возможным. Есть только один способ борьбы с вирусными заболеваниями. Это чтобы в организме появились антитела, которые свяжутся с вирусом, в результате чего образуются комплексы, которые выводятся потом из организма, и болезнь проходит. И если организм собаки не привит, то такие антитела в организме животного могут появиться только 2 путями. Первый путь – это самостоятельная выработка организмом таких антител в ответ на попадание вируса. Это называется естественной иммунизацией в результате переболевания. Это очень долго, этот процесс занимает около 2 недель. За это время животное может 10 раз погибнуть. И второй путь – это дача собаке препаратов, которые содержат уже готовые антитела к вирусу чумы. Такие препараты называются сыворотками. Сыворотки получают от переболевших чумой животных. Как правило, их делают поливалентными, то есть в своем составе такая сыворотка содержит антитела не только от чумы плотоядных, но и от парвовирусного энтерита, инфекционного гепатита, может быть еще и от аденовироза собак. Так вот, поливалентными или комплексными сыворотки делают с той целью, что симптомы чумы собак, особенно на начальной стадии заболевания, очень похожи на другие, только что описанные мной заболевания. Таким образом, если вдруг есть ошибка в диагнозе, то это позволяет значительно выиграть время и эффективно создавать у животного пассивный иммунитет к целому комплексу заболеваний, пока будет идти уточнение диагноза. Тем более, что подтверждение точного диагноза практически ни на что не повлияет. Разве что будет скорректировано симптоматическое лечение. Коммерческие названия таких сывороток могут быть разными, поэтому называть их не имеет никакого смысла. Сегодня это одна сыворотка, например, Гискан, завтра может это быть совсем другая. Здесь главное понять логику лечения вирусных заболеваний. Наряду с сыворотками применяются всевозможные иммуномодуляторы, которые способствуют быстрейшей выработке собственных антител организма. При лечении чумы также проводится и симптоматическое лечение по поддержанию жизненных функций организма и ликвидации последствий, которые вирус успел сделать. Лечение чумы – это очень сложный и дорогостоящий процесс. И, увы, не всегда успешный. Даже при наличии всех необходимых препаратов здесь огромную роль играет и патогенность вируса, и способность организма сопротивляться ему.
Поэтому, если кто-то вам рассказывает, что типа ближайшая подруга жены, кума или просто хороший человек вылечили свою собаку от чумы водкой с яйцом, не верьте, это сказки Венского леса. Но представьте себе в этом процессе их роль. Я имею в виду водку с яйцом, не подруг. Так вот, что в данной ситуации, если это действительно чума, они могут сделать здесь полезное? И утверждение на полном серьезе, что, мол, водка является дезинфектантом, который убивает вирус чумы в кишечнике собаки, а яйцо это обеспечение организма собаки питательными веществами, это полнейшая чушь. Ведь даже если бы водка и действовала как дезинфектант в данной ситуации, чего нет в действительности, то она не может подействовать на вирус чумы по той причине, что вирус локализуется не в кишечном просвете, а внутри клеток стенок кишечника. А это две большие разницы. Поэтому, кроме раздражения кишечника слизистой собаки, водка ничего не вызывает. Даже танцы с бубнами при каком-то заболевании человека играют намного более положительную роль, чем дача водки и яйца собаки при чуме. Ведь на человека воздействует еще и психологический фактор, а на собаку нет. Водку собаке давать нельзя. Кроме вреда, это организму собаки мало что принесет. Так а как же быть с массой успешных примеров, которые есть в интернете, и более того, личного рассказа человека, которому вы доверяете на все 100%, ведь такие-то примеры есть? Объяснение этому очень простое. Все эти примеры успешного лечения чумы с водкой, с яйцом, не имеют к ней никакого отношения. Скорее всего, это было какое-то другое и далеко не очень серьезное заболевание. И хорошо, что животные, которые приводились в качестве примеров, были крепкими, и дача им водки не усугубила симптоматику заболевания, и они смогли выздороветь. Ведь даже в клинике окончательный диагноз на чуму собак не ставится. Только лаборатория может подтвердить диагноз. Тем более, как я уже сказал, что очень многие вирусные заболевания имеют симптоматику очень характерную для чумы. Поэтому еще раз обращаю ваше внимание. Даже сыворотка делается многокомпонентной, чтобы при ошибке в диагнозе не потерять драгоценное время для лечения. Надеюсь, теперь вы уже поняли, какую роль играет водка с яйцом при лечении чумы. И мой вам совет. Если увидели, что у животного есть признаки, как вам кажется, чумы или другого опасного вирусного заболевания, то надо немедленно обратиться в ветклинику, чтобы там ввели животному сыворотку и провели дальнейшее симптоматическое лечение. Самостоятельно вы это не сделаете. Это первое. А второе, это то, что не надо допускать вообще до таких ситуаций. Сейчас средства иммунопрофилактики настолько хороши, что заболеть чумой или каким-то еще опасным вирусным заболеванием, то это еще надо умудриться. Как правило, болеют или непривитые животные, или те животные, при вакцинации которых были допущены какие-то нарушения. Хотя это тоже бывает очень редко. Настолько проста процедура вакцинации. На данный момент времени появление вирусных заболеваний, от которых есть вакцины, очень большая редкость. А что касается пользы применения водки с яйцом, то теперь у вас уже достаточно знаний, чтобы без колебаний принять правильное решение. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим любимцам, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!